Приветствую, друзья! Когда я впервые увидел модель CCZ Plum, то подумал, что корпус тут сделан из какого-нибудь самого простого, но все-таки сплава драгметалла. Да и ценник как бы соответствует. Я оказался одновременно и прав, и нет. Корпус тут самый простой, но то, как звучат эти наушники, однозначно золото. Собственно, их мы сегодня и рассмотрим. Поехали! Коробка у наушников выполнена в таких желто-оранжевых осенних тонах. На лицевой ее стороне изображен такой иероглиф с птичками, а на обратной подробные технические характеристики. Из важного отметим пятидрайверную гибридную конструкцию самой модели, 16 Ом импеданса и чувствительность 110 дБ на милливатт. В комплект нам положили небольшую такую инструкцию по эксплуатации, он же гарантийный талон, приятный плотный кейс из кожзаменителя, салфетку и щетку для чистки наушников и два набора силиконовых амбушюр разного размера. Как пишет производитель, серые это родные, а белые с цветным сердечником от компании КБИР. Кабель здесь, друзья, реально очень крутой, плотный, в матерчатой оболочке с 2,5 мм металлическим балансным штекером, аналогичным делителем и бусиной бегунком. Но самое главное, заявлено соответствие стандарту 6N, то есть это монокристаллическая медь. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,240 Ом, что в принципе вполне годно. Второе достоинство кабеля – это наличие переходников с балансного 2,5 мм на балансный пентакон 4,4 мм и небалансный джек 3,5 мм. То есть с одними наушниками мы сразу же уже заряжены на все случаи жизни. Рычаг только получается довольно такой здоровый, но альтернативы похоже, что нет. Заушины выполнены здесь из довольно плотной такой термоусадки, а соединение с чашечками происходит на классическом двухштырьковом вилочном коннекторе 0,78 мм. Корпуса наушников полностью металлические, окрашенные под всем известный благородный металл. На внутренней части имеем два компенсационных отверстия для 10-мм двойного динамического драйвера. 4 балансных излучателя в аналогичных отверстиях, как известно, не нуждаются. Странно, что о типе этих излучателей нам вообще ничего не известно. Производитель обозвал два из них, отвечающие за верх и середину, как CCZ IF-A, а два высокочастотника, как CCZ High-A. Звуковод тут широкий, диаметром 5,5 мм, выступом для удержания амбушюр и, естественно, защитной металлической сеточкой. Фейсплейты сделали очень красиво, с фирменным логотипом компании, декоративной сеточкой и довольно абстрактным вырезом под нее. В ухе модель сидит и смотрится, просто, друзья, чудесно. С отличным уровнем пассивной звукоизоляции и просто невероятно удобно. Вот так вот, друзья, это все смотрится. По измерениям у нас вполне нормальный импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пиках, достигающие 3%. Не блеск, конечно, но нормально. Фаза логично следует за частотной характеристикой, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 65 и 90 миллисекунд, что даже чуть лучше нормы. По амбушюрам отличия есть, однако все они касаются области высоких частот, да и отклонения там 1-2 дБ максимум. АЧХ же полностью соответствует тому, что нам предоставил производитель. Но за исключением выдерживания правильного размера слухового канала человека, в моем случае измерения все-таки ближе к истине, но не суть. Низкие частоты нам приподняли на 12 дБ, затем от 1,5 кГц идет выделение области разборчивости, небольшая компенсационная яма, чтобы ничего не свистело и не звенело, и пик на 9 кГц для усиления детализации, и дабы высоких частот еще добрать по амплитуде. Что сказать, друзья, типовой 100% рабочий график. По насадкам сразу признаюсь, комплектные серые мне откровенно не понравились. Начать можно с того, что натянуть их на звуковод далеко не тривиальная задача. Ну и по звучанию получается такая несколько пресная подача с подсвечиванием верхней части средних частот. Так что при прослушивании в большей мере я сосредоточился на комплектных белых амбушюрах с цветным сердечником от КБИР. Они, на мой взгляд, куда сочнее, музыкальнее и приятнее слуху. Но в музыкальном смысле эту конфигурацию еще и выгодно отличает центричность
концентрированность. Основной упор здесь делается на те самые сочные, мясные, средние частоты. Причем, хотя они не имеют какого-то вот сколько-либо заметного уклона в микронюансы, однако всякие оттенки звукоизвлечения здесь, друзья, как на ладони. Хотя это арматурные излучатели, там по-другому и не бывает. Бас очень глубокий, жирный, местами даже доминирующий, но при этом прекрасно знающий свое место, отчего звучание получается приятным, завлекающим и просто до магнетизма музыкальным. Высокие, как это принято у хороших наушников, грамотно продолжают общую тенденцию подачи. То есть они такие плотные, насыщенные, с добротным разделением и без перебора с яркостью и деталями. В общем, звучание я бы обозначил как певучее, массивное, хорошо проработанное, с тембрально богатыми такими крупными образами, правильным балансом и естественной мелодичностью. Слушать их очень приятно. Причем, благодаря грамотному тюнингу, по верхам они совсем не напрягают. Нигде не сдержат и не сыпят, и не свистят. Все почти так, как если бы мы слушали это в виде выступления в какой-нибудь неплохой студии. Еще одно мега-достоинство CCZ Plum – это просто невероятная универсальность в плане источника. На днях мне удалось в волю погонять добротный ЦАП Burson Playmate 2 в максимальной конфигурации, где большая часть наушников не спелась от слова совсем, но не Plum. Им, похоже, вообще все равно, к чему их подключают. Переходя с одной конфигурации к другой, я ловил себя на мысли, что мне и так нравится, и так тоже нравится, а вот так вот вообще класс. С моим же Hi-Res аудиоплеером Shanling M21 я вообще залип, не в силах оторваться, настолько все здорово звучит. Третьим в тестировании принял участие мой аудиоинтерфейс Moto M4 вкупе с балансным ламповым усилителем X-Duo MT604. Тут, как по мне, стало уж слишком жирно. При этом все звучало на довольно таком приличном, серьезном уровне. То есть лампа в данном случае нормально, но только если вы любите максимальный уклон в этом плане. Из других порадовавших меня связок был, пожалуй, лучший из недорогих ЦАПов FX Audio D01. После замены в нем операционных усилителей на оригинальный я услышал глубокое, такое богатое нюансами звучание. Как для своего прайса связка получилась ну просто огонь. Не меньше положительных эмоций вызвало у меня прослушивание CCZ Plum вместе с европейцем Earman Eagle и уже народным свистком iBass DC03. В плане стилистики я понимал, что герои обзора шикарно отработают джаз, рок, этнику, соул и всякую танцевальную и не очень электронику. Но каково же было мое удивление, когда осознал, что и в металле они чувствуют себя как рыба в воде. Да даже какие-то экспериментальные стили заставили меня сидеть и кивать головой в такт. То есть универсальность у модели ну просто зашкаливает. Чего же от модели ждать точно не следует. Если вы, например, фанат нейтральности, флетного баса, плоской такой сухой подачи или уклонов гипернюансы, в таком случае ну смело проходите мимо. Тут вот сок, драйв, рок-н-ролл. Приятная такая интимная атмосфера, в которой реально уютно и можно хорошо так и надолго зависнуть. Так что свою цену модель, как на мой взгляд, отрабатывает на 100%. В сравнении с героями обзора Yingnuo Canyon SoundTrime SR3 значительно детальнее, прозрачнее и реалистичнее, но уступают в музыкальном плане. Тут кому что важнее. Kinera Norn очень близки по звучанию, но куда придирчивее к источнику и его выходной мощности. Я бы поставил их примерно на один уровень по мелодичности и общей атмосфере. FiiO FH7 имеют намного больше воздуха, сильнее проработку нюансов и слишком такую разряженную подачу. То есть совсем другое направление под отличающиеся вкусовые пристрастия. Это, как вы, наверное, догадались, мои самые любимые наушники, и CCZ Plum вошла в их среду естественно и логично, легко конкурируя с моделями за 500 баксов. Но это ли не успех? Итогом, внутриканальные гибридные наушники CCZ Plum лично меня порадовали своим реально королевским комплектом. 6 стен кабель из монокристаллической меди с переходниками под все популярные балансные и небалансные выходы. Просто прекрасные насадки от КБИР, все необходимые приспособления для чистки и довольно неплохой такой плотный чехол. В уши модель села как родная. Выглядит хотя и несколько броско, но весьма стильно. Я бы предложил им выпускать такие же ушки цвета, например, металлик или даже зеркальные. Ну а по совместимости я еще не встречал модели круче. Спелись даже с какими-то сверхтребовательными источниками. И при этом обеспечивая приятную атмосферу и мелодичность в абсолютно любых стилях и жанрах.
Звучат же CCZ Plum басовито, тембрально сбалансированно и в нужных местах показывая просто превосходный уровень детализации. Тем, кто любит, чтобы душа пела, а ты вообще пускалась в пляс, вот это вот самый правильный выбор. Однозначно могу рекомендовать шикарные наушники на каждый день. Сочность, глубина и тот самый вот аудиофильский объем у каждого инструмента тут в наличии. Ну а на сегодня у меня все. Это были CCZ Plum. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.